Всем привет! Меня зовут Елена Ермина, и вы на моем канале по вязанию крючком и спицами. Сегодня будем с вами вязать крючком. На просторах интернета я нашла замечательную модель летней туники. Можно связать платье очень простым и легким узором. В этом видео я поделюсь с вами схемой вязания узора, которым связана туника и платье пляжное. По этой выкройке вы выбираете свой размер и вяжете летний вариант туники либо платья, уже исходя из тех параметров, которые здесь указаны. Выкройка дана на размеры 42-44, 46-48, 50-52. Размеры российские я вам указала. Данную модель туники можно связать из остатков пряжи, из пряжи секционного или меланжевого окрашивания, и также будет прекрасно смотреться в однотонном варианте. А можно связать летнюю кофточку в футболку, тоже будет очень красиво смотреться. Для вязания туники, платья либо футболки выбираете мягкий хлопок. Название пряжи, которое вот у меня на столе, Baby Cotton. Это стопроцентный египетский хлопок в 50 граммах, 180 метров. Итальянская коллекция. Белый цвет и цвет мяты. Ссылку на пряжу Baby Cotton, ссылку на интернет-магазин и свой промокод на скидку, размер скидки 5%, я оставила вам в описании под этим видео и в комментариях. Крючок для вязания номер 2,25. Информация по расходу пряжи. Эта информация касается пряжи Baby Cotton, если вы будете из нее вязать. На размер 42-44 необходимо 350 граммов пряжи, 7 мотков. На размер 46-48 450 граммов пряжи, 9 мотков. На размер 50-52 российские расход 500 граммов пряжи, 10 мотков. Ссылку на эту пряжу, где ее можно заказать, я вам оставила. Переходите по ссылке, выбираете тот цвет, который вам больше всего нравится, и приступаете к вязанию. Сейчас мы вместе с вами свяжем образец узора. Я вам все подробно покажу и расскажу. Мастер-класс будет специально для начинающих. Но если вы не умеете читать схемы и вязать по ним, то я вас приглашаю на уже готовые, отснятые подробно попетельные мастер-классы для начинающих по вязанию плечевых вещей крючком и спицами. Там есть очень много разных моделей, летние варианты, демисезонные. Каталог всех мастер-классов вы найдете в конце видео. Досмотрите, пожалуйста, видео до конца. Раппорт узора 8 петель и 3 ряда. Для образца мы набираем с вами цепочку из 17 воздушных петель. Будем вязать с вами 2 раппорта по 8 петель, плюс 1 петля набирается дополнительно для симметрии узора. То есть, когда вы будете вязать узор, поворотными рядами набирайте количество петель кратное 8 плюс 1 петля для симметрии. Если будете вязать узор по кругу, тогда количество петель у вас должно быть кратное 8. Длина цепочки 17 воздушных петель. Приступаем к вязанию первого ряда. Набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. От конца цепочки отсчитываем 6 петель и в 7-ю петлю провязываем 1 столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В основании 7-й петли столбик с одним накидом. Далее мы провязываем после каждого столбика с одним накидом по 1 воздушной петле, пропускаем 1 петлю и через петлю вяжем столбик с одним накидом. То есть здесь у нас в первом ряду раппорт узора состоит из столбика с одним накидом 1 воздушной петли. Значит, смотрите, столбик связали с одним накидом, 1 воздушная петля. Петлю пропустили, в следующую столбик с одним накидом. И повторяем раппорт первого ряда.
1 воздушная петля, через петлю столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, через петлю столбик с одним накидом. И вот таким образом вяжем до конца ряда. 1 воздушная петля, через петлю столбик с одним накидом. Давайте продолжаем вязать до конца ряда и проверяем. С учетом петель подъема у нас должно быть 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Второй ряд. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Петли подъема, разворачиваю вязание на другую сторону. В вершину второго столбика с одним накидом, вот первый, второй. Крючок ввожу под косичку, это значит под переднюю и заднюю петлю. Провязываем 1 столбик с одним накидом. Между столбиками поверх 1 воздушной петли второй столбик с одним накидом. В вершину столбика под косичку третий столбик с одним накидом. Между столбиками четвертый столбик с одним накидом. В вершину столбика пятый столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. В вершину столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. В вершину следующего столбика провязываем 1 столбик с одним накидом. Между столбиками поверх цепочки второй столбик с одним накидом. В вершину столбика третий столбик. Между столбиками поверх цепочки четвертый. И в вершину столбика пятый столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Пропускаю первую петлю цепочки и в основании второй провязываем 1 столбик с одним накидом. Связали второй ряд узора. Вот так вот он смотрится. И давайте разберем, из чего же у нас состоит раппорт, для того, чтобы вам продолжить вязанием второго ряда. Раппорт узора начинается с первого столбика с одним накидом. Вот он. В основу раппорта входит 5 столбиков с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. Вот с этого столбика идет начало второго раппорта. Раппорт узор начинается от этой петли, от столбика с одним накидом, и заканчивается 1 воздушной петлей перед вот этим столбиком. Всего 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раппорт узора 8 петель, 3 ряда. Третий ряд. 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Разворачиваю вязание на другую сторону. И третий ряд мы вяжем точно так же, как вязали второй. В вершину столбика с одним накидом под косичку всегда я ввожу крючок. Провязываем 1 столбик с одним накидом, первый. Далее в вершину каждого столбика провязываем по 1 столбику с одним накидом. Общее количество столбиков 5. Третий столбик с одним накидом. Четвертый. Пятый. Одна воздушная петля. В вершину столбика провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Все, связали с вами первый раппорт.
Начало раппорта вот с этого первого столбика с одним накидом. Приступаем к вязанию второго раппорта. Провязываем вершину первого столбика, один столбик с одним накидом. И далее вяжем еще 4 столбика с одним накидом. Всего должно быть 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Заканчиваем вязать третий ряд. Провязываем одну воздушную петлю. Пропускаю одну петлю воздушную и во вторую провязываем столбик с одним накидом. Все, связали с вами один раппорт узора в высоту и 2 раппорта в ширину. Четвертый ряд вяжется точно так же, как первый. Мы сейчас будем с вами вязать четвертый ряд. Это первый ряд второго раппорта. Набираем цепочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину столбика с одним накидом провязываем один столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. Далее мы будем вязать столбики с одним накидом через петлю. То есть вот эту петлю пропускаем, столбик, и в вершину следующего столбика провязываем один столбик с одним накидом. Между столбиками вяжем всегда по одной воздушной петле. Пропустили столбик, через столбик вяжем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, вершину столбика провязываем один столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, у нас получается узор филейная сетка здесь. Вершину столбика провязали один столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, пропустили столбик, провязали один столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, пропустили столбик, через столбик провязали один столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, одну петлю пропустили, через петлю провязали крайний столбик с одним накидом. И проверяем. Количество столбиков у нас должно быть в четвертом ряду точно такое же, как и в первом, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, связали с вами небольшой фрагмент узора. Далее, для того, чтобы продолжить вязать узор, перематывайте видео на начало вязания второго ряда и вяжите вместе со мной, все время повторяя второй, третий и четвертый ряды. Значит, второй, третий, четвертый — это у нас основа раппорта. Вот такие вот квадратики получаются между сеткой. Узор, посмотрите, в меру ажурный, смотрится интересно, ничего сложного нет. С данным узором справится даже начинающая вязальщица, а туника вяжется очень просто. Попробуйте, у вас обязательно все получится. И прелесть этого узора в том, что он двусторонний. С обеих сторон он смотрится одинаково. А сейчас я вас приглашаю посмотреть каталог всех моих подробных попетельных мастер-классов, разработанных для начинающих по вязанию крючком и спицами. Из этого каталога выбираете любую модель, которая вам понравилась, и пишите в комментариях под этим видео, какой проект вы желаете связать, какой мастер-класс хотите получить. Я вам обязательно отвечу и напишу, как получить мастер-класс. Каталог мастер-классов. В описании под этим видео и в закрепленном комментарии вы найдете 2 ссылки, где проходят победительные мастер-классы. Или вы можете, выбрав модель, сразу же в комментариях мне написать «Хочу связать», далее пишите название проекта, и я вам в комментариях отправляю ссылку на мастер-классы. Приглашаю вас связать блузку, тунику или платье. Название проекта «Крокус». Крокус вяжется крючком. По одному мастер-классу можно связать 3 вещи. Мастер-класс очень подробный, наглядный и состоит из 6 видеочастей. Вяжем крокус на любой размер, от 42 до 56 размера. Размеры я указала российские.
Жду вас на мастер-классе. Будем вязать вместе. Следующая модель. Вяжем блузку «Жасмин» на любой размер. По одному мастер-классу вы можете связать 3 вещи. Летний топ, блузку, либо тунику с рукавом 3/4 или длинным рукавом, кому как больше нравится. Видео-мастер-класс очень наглядный и подробный. Блузку вяжем сверху вниз, по кругу, без швов. Также в мастер-классе я показываю, как вяжется по кругу каждый ряд узора. Всего здесь 3 вида узоров. И получается, что мастер-класс состоит из 10 частей. Очень наглядный, подробный, специально разработанный мной для начинающих вязальщиц, которые учатся вязать крючком. Если вам понравилась данная модель блузки, пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать жасмин». Следующий проект. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию кардигана, жакета. Название проекта «Облака». Интересная модель. Вяжется сверху вниз. Реглан. Без единого шва. Можно связать на любой размер, который вы носите. Пряжа для вязания может быть любая. Это может быть однотонного, либо секционного окрашивания. Летний вариант и демисезонный. Данную модель кардигана можно носить круглый год. Мастер-класс «Облака» очень наглядный, подробный, состоит из 7 частей. Формат видео. Если у вас есть желание связать жакет, кардиган, название проекта «Облака», пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать облака». И я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на мастер-класс. Будем с вами вязать блузку, кофточку. Название проекта «Любимка». Эта модель нравится очень многим рукодельницам, и многие уже из вас ее связали. Мастер-класс состоит из 8 частей. Вязание сверху вниз. Здесь я показываю, как вяжется росток, подрезы. В общем, разбираем все элементы вязания. Мастер-класс видеоформат, наглядный, разработан мной для начинающих рукодельниц. Если вам понравилась данная модель блузки, в комментариях под этим видео напишите «Хочу связать любимку». Не менее очаровательная блузка, которая вяжется крючком, регланом сверху вниз. Название проекта «Белоснежка». Мастер-класс состоит из 6 частей, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Блузка «Белоснежка» вяжется не очень сложно, можно связать на любой возраст и размер. Она не очень сильно просвечивает. Есть желание связать, пишите в комментариях под этим видео «Хочу связать Белоснежку». И я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Замечательная модель под названием «Незабудка». По одному мастер-классу можно связать жакет или кардиган. Мастер-класс очень подробный, наглядный, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Состоит из 9 частей. Формат видео. Жакет «Незабудка» можно связать на любой размер и на любой возраст. Может быть летний вариант и демисезонный. Все зависит от того, какую пряжу для вязания вы выберете. Модель жакета с вточным рукавом. Модель жакета классическая. Подойдет абсолютно всем. Такая базовая модель должна быть в гардеробе у каждой девушки и женщины. Если у вас есть желание связать жакет «Незабудка», либо кардиган, пишите в комментариях под этим видео «Хочу связать незабудку». Приглашаю вас на мастер-класс. Название проекта «Васильковое поле». Вяжем летнюю кофточку, футболку. Кофточка вяжется крючком на любой размер и можно связать на любой возраст, так как она не просвечивает. Мастер-класс продуман до мелочей. Идеально подходит для начинающих рукодельниц, которые хотят научиться вязать плечевые вещи. Присмотритесь к этой модели. Мастер-класс видеоформат состоит из 6 частей.
Данную модель кофточки свяжет любая начинающая. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео. Хочу связать васильковое поле. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию летней кофточки, туники. Можно связать топ. Название проекта «Великолепный ананас». Данная модель связана крючком. Вяжется она снизу вверх. Круглая кокетка, можно связать абсолютно на любой возраст и размер. Мастер-класс настолько подробный, что справится даже начинающая вязальщица. Мастер-класс состоит из 11 видеочастей. Особенно и настоятельно рекомендую присмотреться к данной модели начинающим вязальщицам-рукодельницам, которые только-только учатся вязать крючком. По одному мастер-классу можно связать 3 изделия. Топ, тунику, кофточку. Название проекта «Великолепный ананас». Также в мастер-классе я показываю, как выровнять низ изделия. Есть желание связать данную модель? Пишите «Хочу связать великолепный ананас», и я вам дам ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на видео мастер-класс по вязанию универсальной модели, которая подойдет всем. Может связать на любой возраст, на любой размер. Название проекта «Айсберг». Вяжем джемпер, пончо крючком. Вяжется здесь модель интересным способом. А как вязать, я вам все подробно показываю в 3 частях видео мастер-класса. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео. Хочу связать айсберг, и я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Далее будут проекты, связанные спицами. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию джемпера без рукавки. Название проекта «Листья Брунелла». Мастер-класс состоит из 6 видеочастей, где я наглядно показываю, рассказываю, как вяжется джемпер по кругу и без швов. Очень уникальная техника вязания. Мне кажется, вам она настолько понравится, что вы будете продолжать вязать таким способом все вещи. Есть желание связать? В комментариях напишите «Хочу связать листья Брунелла». Приглашаю вас связать джемпер спицами. Название проекта «Карамелька». Можно связать на любой возраст, также на любой размер. Мастер-класс очень подробный, наглядный, состоит из 4 частей. Формат мастер-класса видео, видеофайлы. В этом мастер-классе я вам покажу интересную технику вязания. Можно связать данную модель джемпера по кругу, прямыми обратными рядами. Мы вяжем с вами без швов. Есть желание присоединиться к вязанию? Пишите «Хочу связать карамельку», и я вам дам ссылку на мастер-класс. Благодарю, что досмотрели весь каталог мастер-классов до конца. Все мастер-классы видеоформат, попетельные, наглядные для начинающих. Есть желание связать? Находите ссылки в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Если не найдете ссылки, пишите в комментариях под видео «Хочу связать» и далее пишите название проекта, который вам больше всего понравился. Это не все мастер-классы, которые у меня есть. Каталог будет постоянно наполняться и пополняться новыми моделями. Также я разрабатываю сейчас новую коллекцию по вязанию крючком и спицами. И будем с вами продолжать творить красоту, создавать уникальные вещи своими руками.